Очередное видео, теперь обзор, скажем так, моей точилки, которую сделал. Я сразу буду точить и по пути объяснять. Значит, сейчас выставлен угол 15 градусов, то есть 30 градусов на выходе должно получиться. Точилка сделана из оргстекла, я уже о ней рассказывал. Слегка ее подмодернизировал, то есть вот эта вот планка, сделал маленькую прорезь, благодаря которой данная планка уже становится не только упорной, но и в более толстых ножах она становится еще и прижимнее. Значит, в процессе заточки выявил определенные моменты, которые дали не совсем ожидаемый результат. Итак, вот этот бланк, который я сейчас затачиваю, хотя он сделан из алюминия, но тем не менее он имеет такое нехорошее свойство, он немного изгибается, и таким образом у нас получается своеобразная небольшая линза. Этот, скажем так, бок я уберу в ближайшее время, но сама точилка точит достаточно качественно. То есть те ножи, которые я уже ею заточил, они держат заточку достаточно очень хорошо. Единственное, что сейчас вот по поводу этого блока я на форумах общался, может действительно где-то найду что-то типа барашка. Вот. И буду уже руками это все закручивать. Но пока таким образом, пока в тестовом варианте. Ножки я еще пока не сделал. Значит, сейчас я прохожусь 320 наждачкой. К сожалению, лезвие ножа слегка искривленное на кончике. То есть там, я не помню, что-то такое типа консерва, либо еще что-то мы открывали. То есть кончик помялся, достаточно красиво. Как выровнять его, к сожалению, как ни старался, но все равно изгиб какой-то волна имеется. Но вот, тем не менее, режущая кромка у нас сейчас формируется. В принципе, правила те же самые, что и при ручной заточке. Это перпендикулярное движение наждачкой по отношению к режущей кромке. Здесь у меня сейчас стоит 320 наждачная бумага. Усилия я применяю, в принципе, незначительные, чтобы их не особо. Значит, ну вот, формирование режущей кромки нормально проходит. С этой стороны, как и при ручной заточке, проверяем наличие стабильного заусенца. Заусенец имеется. Так, еще немножко доточим. Неодимовый магнит, в принципе, держит достаточно неплохо. Угол практически по всему лезвию, ножичек немного короткий, поэтому угол здесь достаточно стабильный. Вот, сейчас я опять выключусь, потому что места осталось мало. Вот, здесь мы вывели, здесь мы вывели. Сейчас продолжим немного на другой наждачке. Заменил бумагу на 600-ю, продолжаем заточку. В принципе, здесь можно точить и такими движениями, и такими движениями. То есть
самое главное, здесь соблюдается четкий стабильный угол. Неровная бумага, к сожалению, начинает резать. Ну, будем вместо этого месте поаккуратнее. Причем порезы бумаги как таковые, вот за мою, скажем так, практику, встречаются достаточно редко. И я считаю, что это не то основание, не тот повод, чтобы отказываться от такого варианта. Если у вас заточка ножей производится, скажем так, исключительно для себя, либо там в минимальных каких-то количествах, то ну вот, если здесь будет видно, сейчас попробуем что-то с фокусом. Вот режущая кромка, она фактически, вернее подвод к режущей кромке, он ровненький, уже начинает себя вести достаточно неплохо. Теперь закрепляем с другой стороны. Значит, я сделал таким образом вот эту планку, чтобы она могла под разными углами, то есть упор был, чтобы по всей поверхности они под какой-то одной конкретной точкой. Значит, проходимся. Ну вот, это мы срезали. Теперь маленькими движениями. Можно так, можно левой рукой еще дополнительно придерживать его. Левой рукой, конечно, мне не сильно удобно, но просто показываю как в качестве, что ли, такого своеобразного примера, что это тоже достаточно возможно, и что таким образом можно точить нормально. Значит, с этой стороны мы тоже закончили. Вот угол у нас здесь стабильный по всей длине. Заусенец сформирован как таковой. Значит, можно переходить к следующей шкурке. Заменил шкурку на 1200. Продолжаем заточку. То есть, как и всегда, основной критерий оценки готовности той либо иной стороны — это, естественно, наличие формирования заусенца стабильного по всей длине. Но единственное, что хотелось бы отметить, то что на более мелкой наждачке заусенец чувствуется достаточно хуже, так как он более мелкий. Для того, чтобы его определить, самый оптимальный вариант, конечно, это просто взять и провести по, вот если это у нас то, что мы правили, это другая сторона. Вот на этой стороне, если вот так вот взять, он будет цеплять ноготь. Если в эту сторону, то он будет чуть хуже цеплять. То есть заусенец все равно есть. Ну, это, скажем так, я так определяю, не знаю, может неправильно, может правильно, но тем не менее оно помогает мне в заточке. Сейчас мы делаем вторую сторону. Что хочу отметить, что чем мельче наждачка, тем,
скажем так, больше времени необходимо затрачивать на нормальную правку, заточку. Так как наждачка забивается достаточно быстро, я ее периодически смазываю обычным машинным маслом. Хоть как-то помогает в избавлении от металлической пыли. Вот, и дальше мы идем. Обычно после этой наждачки я начинаю править на коже, меня этот момент устраивает, то качество, к которому я дохожу с помощью вот этих нескольких наждачек. Меня этот момент устраивает, он проверен в принципе в реальном обычном обиходе. Ну вот практически такая вот поверхность ровненькая, ровненькие подводы. Вот сейчас финальный штрих — это правка на коже. Сейчас я заменю и включусь обратно. Ну, взяли кожу, нанесли его и пошли, то есть стандартными правильными движениями такими мы начинаем. Можно вот так вот, можно вот так вот, то есть кому как удобно. Я делаю вот таким вот образом. С одной стороны прошлись. Вот, в принципе, должно, наверное, уже быть такая вот зеркальность. Мало места на карте памяти, поэтому я подправил на ремне, вывел пастой. То есть вот вы можете видеть. Ну и маленький тест на бумаге. Полностью выведено в бритву. Ну и если будет видно, вот, пожалуйста. Вот. Подбривают на раз. Все, подписывайтесь на мой канал. Будет еще очень много чего интересного. Всем удачи, до свидания. Для того, чтобы его определить, самый оптимальный вариант, конечно, это просто взять и провести по... Вот если это у нас то, что мы правили, это другая сторона. Вот на этой стороне, если вот так вот взять, он будет цеплять ноготь. Если в эту сторону, то он будет чуть хуже цеплять. То есть заусень все равно есть. Ну, это, скажем так, я так определяю, не знаю, может неправильно, может правильно, но тем не менее оно помогает мне в заточке. Сейчас мы делаем вторую сторону. Что хочу отметить, что чем мельче наждачка, тем, скажем так, больше времени необходимо затрачивать на нормальную правку, заточку. Так как наждачка забивается достаточно быстро, я ее периодически смазываю обычным машинным маслом. Хоть как-то помогает
избавление от металлической пыли. Вот, и дальше мы идем. Обычно после этой наждачки я начинаю править на коже, меня этот момент устраивает, то качество, которым я дохожу с помощью вот этих нескольких наждачек. Меня этот момент устраивает, он проверен в принципе в реальном обычном обиходе. Ну вот практически такая вот поверхность ровненькая, ровненькие подводы. Вот сейчас финальный штрих — это правка на коже. Сейчас я заменю и включусь обратно. Взяли кожу, нанесли его и пошли, то есть стандартными правильными движениями такими мы начинаем. Можно вот так вот, можно вот так вот, то есть кому как удобно. Угол здесь достаточно стабильный. Вот сейчас я опять выключусь, потому что места осталось мало. Вот здесь мы вывели, здесь мы вывели. Сейчас продолжим немного на другой наждачке. Заменил бумагу на 600-ю, продолжаем заточку. В принципе, здесь можно точить и такими движениями, и такими движениями. То есть самое главное, здесь соблюдается четкий стабильный угол. Неровная бумага, к сожалению, начинает резать. Ну, будем в этом месте поаккуратнее. Причем порезы бумаги как таковые, вот за мою, скажем так, практику, встречаются достаточно редко. И я считаю, что это не то основание, не тот повод, чтобы отказываться от такого варианта. Если у вас заточка ножей производится, скажем так, исключительно для себя, либо там в минимальных каких-то количествах, то если здесь будет видно, сейчас попробуем что-то с фокусом. Вот режущая кромка, она фактически, вернее подвод к режущей кромке, он ровненький, уже начинает себя вести достаточно неплохо. Теперь закрепляем с другой стороны. Значит, я сделал таким образом вот эту планку, чтобы она могла под разными углами, то есть упор был, чтобы по всей поверхности они под какой-то одной конкретной точкой. Значит, проходимся. Ну вот, это мы срезали. Переходим маленькими движениями. Можно так, можно левой рукой еще дополнительно. Это другая сторона. Вот на этой стороне, если вот так вот взять, он будет цеплять ноготь. Если в эту сторону, то он будет чуть хуже цеплять. То есть заусень все равно есть. Ну, это, скажем так, я так определяю, не знаю, может неправильно, может правильно, но тем не менее оно помогает мне в заточке. Сейчас мы делаем вторую сторону. Что хочу отметить, что чем мельче наждачка, тем
скажем так, больше времени необходимо затрачивать на нормальную правку, заточку. Так как наждачка забивается достаточно быстро, я ее периодически смазываю обычным машинным маслом. Это как-то помогает в избавлении от металлической пыли. Вот, и дальше мы идем. Обычно после этой наждачки я начинаю править на коже, меня этот момент устраивает, то качество, к которому я дохожу с помощью вот этих нескольких наждачек. Меня этот момент устраивает, он проверен в принципе в реальном обычном обиходе. Ну вот практически такая вот поверхность ровненькая, ровненькие подводы. Вот сейчас финальный штрих — это правка на коже. Сейчас я заменю и включусь обратно. Ну, взяли кожу, нанесли и пошли, то есть стандартными правильными движениями такими мы начинаем. Можно вот так вот, можно вот так вот, то есть кому как удобно. Я делаю вот таким вот образом. С одной стороны прошлись. В принципе, должно